глазами ребенка. Какой мы оставим землю нашим детям, внукам? Статистики свидетельствуют. В мире ежегодно выбрасывается в атмосферу сотни миллионов тонн углекислоты, окислов серы, азота. В реки и моря сбрасывается десятки миллионов тонн нефти, сотни тысяч тонн ртути, свинца и других ядовитых веществ. Гибнут растения, животные, болеют люди. Как сохранить нашу землю, сберечь ее красоту и гармонию? Мы строим очистные сооружения. Да, они помогают устранить загрязнение. Но поток отходов нарастает. Куда же их девать? И тут возникает вопрос, от чего мы, собственно, пытаемся избавиться? Ведь отходы — это химические соединения и нередко ценные. Для их получения на других производствах затрачивают массу средств и энергии. И главное, запасы природных ресурсов не безграничны. А мы выбрасываем их, отравляя при этом водоемы, почву, атмосферу. Не выбрасывать, а использовать. Вот ключ к решению проблемы. Институт газа Академии наук УССР. Сотрудники отдела защиты атмосферного воздуха разработали ряд устройств для использования газовых выбросов. Воздух, которым мы дышим, является и промышленным сырьем. Без него невозможен, например, процесс горения. Но без воздуха невозможна и жизнь на Земле. Значит, его нужно беречь, сохранять. Киевский завод медицинских препаратов. Еще недавно для котельной здесь использовали чистый воздух. В то же время в атмосферу выбрасывали 1000 кубометров воздуха, загрязненного при выращивании антибиотиков. Ученые предложили загрязненный воздух направить в котельную. Топки котельной оборудовали специальными горелками. Оказалось, топливо сгорает не хуже, чем раньше. Вредные вещества при этом полностью уничтожаются. Киевская овощная фабрика. Раньше из труб котельной, обогревающей теплицы, в атмосферу выбрасывалась углекислота, так необходимая растениям. Завозить же ее трудоемко и дорого. Тогда решили использовать углекислоту, которая выбрасывалась собственной котельной. Но сначала нужно было очистить ее от вредных примесей, в частности, от угарного газа. В работу включились ученые институтов физической химии и физиологии растений Академии наук УССР. Для очистки применили катализаторы. С их помощью угарный газ превращается в углекислый. Интенсивность такой углекислотной подкормки можно регулировать. Урожайность тепличных растений возросла почти на 30%. Киевская ТЭЦ-5 – одна из крупнейших в республике тепловых электростанций. Здесь также вместе с дымом уносились в небо ценные вещества. При
сгорании топлива, сернистого мазута, образуются вредные несгораемые остатки, окислы металла, ванадия. Раньше их выбрасывали. Сейчас, при новой технологии, окислы ванадия перерабатывают в ценнейшее сырье для металлургической промышленности. Ванадий придает стали высокую прочность, морозостойкость. С добавлением ванадий содержащего шлама, полученного на ТЭЦ-5, изготавливают рельсы для трассы БАМа. А воздух вокруг ТЭЦ стал значительно чище. Загрязнения больше не отравляют водоемы. Сбросные пруды ТЭЦ используются для разведения рыбы. Днепродзержинск. Город химиков и металлургов. На долю химической промышленности приходится ежегодно свыше 20 миллионов тонн отходов. Успешно решается эта проблема на Приднепровском химическом заводе. Он производит до 1/10 всех минеральных удобрений в нашей республике. В цехе нитрофоса все вредные выбросы улавливаются и превращаются в конденсат, содержащий аммиак. Фактически это ценное минеральное удобрение – аммиачная вода. Прямо с завода по трубам его направляют на поля ближайшего совхоза имени Орджоникидзе. Теперь за сезон в совхозе проводят не 3, а 4 укоса трав. Говорит председатель научного совета по проблемам биосферы, вице-президент Академии наук ОССР Константин Меркурьевич Сытник. Вы посмотрели несколько конкретных примеров решения проблемы безотходной технологии. И вы, очевидно, заметили, что здесь дело не только в том, что мы не имеем отходов. Наоборот, отходы на каком-то этапе процесса, технологического процесса, всегда будут. Вопрос в том, чтобы любой отход, твердые остатки или твердые отходы, жидкие или газообразные, они обязательно опять вовлекались в производство и тоже использовались. Вот это и называется технологией, где ничто не пропадает, где все идет на пользу человеку. Наше государство, наша партия всегда уделяли внимание охране природы, проблемам окружающей среды. И то, что сегодня введена в новую Конституцию специальная статья, 18-я статья Конституции, в которой сказано, что в интересах настоящего и будущего поколения в нашей стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы люди дышали чистым воздухом, могли слушать пение птиц, могли купаться в наших чистых реках. Это еще раз подтверждает заботу партии, народа нашего об окружающей среде.